Сегодня мы с вами отправляемся в осеннюю Аларчу. В сентябре каждого года мы с родителями стабильно выбираемся сюда, чтобы насладиться красками и невероятными видами этого места. В сегодняшнем видео мы вкусно покушаем, позанимаемся йогой на свежем воздухе, а еще поспрашиваем у иностранцев, которых мы встретили на нашем пути, что больше всего им нравится в Кыргызстане и почему они так влюблены в него. Так что оставайтесь со мной, заварите себе чаек и поехали. Ну-ка, расскажи, ты устал? Ты уже устал, мы только начали. Вот мы начинаем подъем. Здесь подъем в целом не такой сильный. Когда домой? Когда домой? Старт отсюда идет. И пойдем мы с вами вот по вот этой тропиночке. По левой. У нас нет еды, к сожалению. Он сам еда. Он сам еда. Да, KFC. Я сегодня налегке. Прекрасно, когда есть муж. У него все вещи. Ну да. Но я предложила ему взять с собой что-то. Я говорю, давай я возьму рюкзак. Он такой, нет. Ты что? Думаю, Зачем что мужу? я... Зачем мужу тогда? Зачем муж Если тогда ты нужен, если я... Правильно. Очень жарко. Я принесла свитер, куртку. И все сняла в итоге, потому что вообще очень жарко. У меня философия очень простая. Лучше взять больше вещей, чем вообще не взять, и потом будет холодно. Поэтому тут такая очень непредсказуемая погода осенью, особенно сейчас середина сентября. Так что никогда не знаешь, будет дождик или будет солнышко. Что у тебя значит твоя татуировка в виде кружки? А, это чай? Чай? Чашка что? Когда ты настоящий англичанин. Да? Все думают, что это пиво. О, смотри, это тебе. Это я сделала до того, как мы приехали. Я в 5 часов утра. Для меня стало удивительно, как не только белки, но и птицы здесь уже ведут себя как ручные. Поэтому, если хотите покормить животных с руки, то возьмите с собой семечки или орешки. Но только, пожалуйста, не кормите животных шоколадом, чипсами, сухарями, так как это только навредит им. Стоило покормить птичку один раз, теперь она за мной везде летает, она меня запомнила. Сколько раз мы едем на природу в Кыргызстане, я не перестаю удивляться ее красоте. Хотя, казалось бы, ты здесь вырос и должен привыкнуть к этому, и для тебя это должно быть что-то обыденное, но для меня, особенно после Испании, когда ты отвык от гор, ты приезжаешь сюда. У меня месяц не было в Кыргызстане, и я смотрю на горы, и я такая думаю, боже, как будто бы не было здесь 5 лет, честно. Еще лично для меня горы — это что-то, куда можно пойти, полазать там, и ты домой приезжаешь уже перезарядившийся. Здесь просто настолько много кислорода, главное сейчас не упасть, что ты забываешь про все свои проблемы, все оставляешь позади где-то. Если у тебя есть какие-то переживания, ты здесь растворяешься и забываешь обо всем плохом. Нет, ну если хотите в походы хотя бы раз в неделю, там раза 3-4 в месяц, то я думаю, что этот подъем и будет легче простого. Но из-за того, что последний раз, когда я поднималась в гору, было, наверное, год назад, около того, то довольно сложно, кажется. Ура, вы добрались! А, у тебя он. Понял, я думал, один домой. Ну этот водопад, пока можете подумать, вон он, черная расщелина. Ага. До него.
Вон туда еще можно дойти. Кто-то решил пойти к водопаду, ну а мы решили остаться и просто побыть в моменте. Насладиться видами в тишине и спокойствии. Я очень люблю взбираться на вершины, но порой мне нужно заземлиться, так как очень часто в погоне за теми вершинами мы можем просто не заметить всю красоту, которая есть среди нас. Ну а потом мы решили взять небольшое интервью у всех, кто попадался нам на пути, и задать главный вопрос, почему люди выбираются в горы. Супер. Ну вы же сами отсюда, да? Да, мы отсюда, получается, мы на природе, типа, вдохновляемся, типа, так как это наша страна, мы хотим больше узнать что-то. На самом деле, почему выезжаем, но если на серьезе ответить, это как бы, знаете, мы же все время работаем и очень морально устаем. Когда ты физически что-то делаешь, либо даже хочешь на свежий воздух, на новые виды, это как бы новая раскраска твоей жизни, дает новые эмоции, и это помогает тебе в будущем не выгорать. Согласна, отличный ответ. Да, у нас друзья тут в Кыргызстане живут, и первый раз, когда они нас пригласили в горы сходить, там горы просто понравились, зашли, как говорят, да? Вот, и с тех пор мы начали ходить в горы. А куда вы пошли в первый раз? Мы сюда тоже поднимались на разбитое сердце, да, правильно? И на учителя, Классно. и на пик учителя. Далеко на ушли. На Рацика, да. Вау, далеко. Я там еще даже сама не была, я отсюда ни разу на Рацика не была. Очень красиво. Тоже говорили мне, да, шикарно. Да, в горы влюбляешься, и когда поднимаешься, хочется еще выше, выше подняться. И у нас есть такая мечта тут разные посетить другие пики, вот, как бы побольше, тоже увидеть побольше красоту Кыргызстана. А так здесь богатая природа, очень много красивых мест. И на Кильторе мы были, и Во многих местах. во многих Да. местах, водопады, каньоны, тут очень много где есть отдохнуть, съездить, поэтому приезжайте В Кыргызстан. Ну а дальше мы поспрашивали ребят из Малайзии, которые в первый раз выехали из своей страны и посетили Кыргызстан как первая заграничная страна. Hello, hello everyone. We're from Malaysia, and one thing is about why we came to Kazakhstan is because of the Kyrgyzstan? view. Sorry. Okay. Кыргызстан. The reason we chose to be in Kyrgyzstan because of the view. We found it in one of the TikTok view and a few from YouTube, and it feels like it feels like unreal. It's surreal. Mountains. It's like a dream. Yeah, it's A true. dream that come true. Oh. In So Malaysia, beautiful. you won't have this This kind of kind of climate because we just have one climate. So being in this kind of weather, it's actually really really nice. It's totally worth it. Thank So you. if you guys want to go to, you come to Malaysia, we will welcome you with an open heart. Oh. And see our village, our nice. place in Malaysia. Okay, guys. See you Thank again. you. Bye. Итак, девчонки, расскажите сначала, откуда вы вообще приехали? Я из Санкт-Петербурга приехала вот как раз вот к подруге, чтобы посмотреть прекрасный Бишкек, его пейзажи, горы. Потому что говорят, как сегодня сказали, 90% Бишкека — это горы. Да, это А правда. тут прекрасно. Я здесь живу, вот, я тоже сама из Санкт-Петербурга, мы подруги вместе учились, вот, но, как это, пути немножко разошлись по жизни, но мы остаемся подругами, и, да, и путешествовать стараемся вместе, там, в разные места, вот, и мне здесь нравится, я здесь уже год живу, но не то, что я часто ездила в горы, вот, была, по сути, вот в Аларче второй раз, и вот на Иссыкуле, ну, там тоже классно, но в горы не поднималась, Да. мы вообще, как мы Вот мы- поняли, не уходим в горы, это Да. тяжело. Вот мы решили такой экспириенс, да, посмотреть. А что вам больше всего вообще нравится, вот, например, в осенне на Айларче сейчас? Тут, на самом деле, вот я была весной, и тут вот заметно растительности добавилось вот после лета. То есть вот весной я была в апреле, тут, конечно, травы было поменьше. Но вот для меня лично интересно вообще то, что вот в Санкт-Петербурге нет гор. Да, вот мы вообще не выросли в горах, никогда не видели, у нас равнины и вода.
тут горы. Это так необычно. Да, это правда. Так Да, тут выглядываешь из окна, у тебя кони, горы. Очень погода приятная, да. Я была вот еще в Припруссии, да, на Кавказе в горах. Там вот вообще, ну, наоборот, там просто холодно. Мы в зимних куртках были, а здесь, не знаю, просто ветерочек дует, солнышко и блин, красивый вид. Да. Вот про горы, это правда, вы сказали, про Петербург. Я жила в Москве 4 года, и меня ребята пригласили. Поехали в горы. Я такая, классно, наконец-то я горы увижу раз там в 3 года. Мы поехали. Я говорю, ну вот, смотри. Я говорю, где горы? А там равнины такие. Я думаю, окей, хорошо. Ну да, здесь, конечно, совсем другие масштабы. А это еще правда. очень классно, что да, ты можешь жить, и ты просто смотришь на эти горы. То есть ты сюда приехал, ты прям тут находишься, а вот мы живем там чуть ближе к аэропорту, получается, да, и мы выходим, вот каждый раз смотрим в окно, как просыпаемся, и просто горы реально видно. Это очень круто. Да, белые пики, очень клево. Решили сменить картину. Да, вида. это супер, супер. А вы чувствуете какую-то разницу между, например, качеством воздуха в городе и здесь? Да, Абсолютно. Да? Здесь прям такой чистый-чистый. И вот когда поднимались, там еще этот хвойных, да, деревья. Да, да, да. Мы говорили еще как раз про климатизацию, еще что типа чем выше ты будешь подниматься, тем там больше кислорода ты потребляешь, тебе будет тяжелее дышать. Ну, честно, я вот этого вообще не замечаю сейчас. Да, здесь очень просто, мне Прикольно. кажется, да, Дышишь. подниматься. Поэтому супер. Ладно, спасибо большое. Я надеюсь, что хорошо вы проведете остаток здесь вашего трипа. Да, в тоже Кыргызстане. желаем такого же. Спасибо большое. Супер. Спасибо. Еще хотела сказать вам огромное спасибо за ваши комментарии. Я читаю все и безумно радуюсь. Ну, конечно, есть комментарии, которыми не очень радуюсь, но большинство, наверное, 99% комментариев я читаю от ребят, многие, которые живут в Германии, в Америке, в России. И мне приятно от того факта, что я могу передать вам эту картинку, передать вам Кыргызстан таким, как я его вижу, чтобы вы могли посмотреть мои видео с кружечкой чая, поностальгировать о родине и открыть эту страну для тех, кто еще здесь не был. И для меня это, наверное, главная цель этого канала. Поэтому, если вы еще не подписаны, то я буду очень рада, если вы поддержите меня подпиской и комментарием, лайком под этим видео. Поэтому да, спасибо, ребята, я вас очень люблю. Погремушка растения. Столько разных цветочков здесь. Люди все фоткаются там. Вообще, вот мы сейчас спускаемся уже вниз к речке, и со мной произошел такой момент. Если вы помните, в предыдущих видео я летала с моста. Есть такой подвесной мост в Бишкеке, ну, недалеко от Бишкека, называется Лебединый водопад. И там скала огромная, с которой люди прыгали. Прыгали до того момента, пока оттуда не сорвался мужчина и насмерть разбился. У меня есть видео на канале, где я тоже прыгаю. И буквально через пару месяцев после того, как я прыгнула, происходит этот случай. И после этого я начала переоценивать на самом деле то, насколько безопасно в Кыргызстане заниматься подобным видом спорта или же доверять компаниям, которые предоставляют какие-то экстремальные развлечения, типа, например, да, прыгать с тарзанки или с зиплайна и так далее. Потому что до этого я была вообще сорвиголова, и я пошла на это, вообще я прыгала, я побежала к этому трамплину. Но после того, как я услышала, что случилось с человеком, у меня просто как-то поменялись взгляды на безопасность вообще в принципе, не только в Кыргызстане, но по сути вот именно занятия таким экстремальным видом спорта. Плюс мы еще становимся старше, и чем старше мы становимся, вы, наверное, знаете, мы становимся более бережливы к себе. И вот мне сейчас исполнилось неделю назад 26 лет. Что вы думаете, я уже побаиваюсь летать с парашютом или куда-то прыгать со скалы, например. Мне уже страшно. Вы только посмотрите на эти цвета.
Деревья шикарные вообще осенью. Оле. Еще если спуститься с гор, то вот здесь около речки вы можете встретить много. Вот это нововведение. С дерева они сделали много разных развлекательных штук. Ну, правда, качели немного не похожи на качели уже. А это что? Это вешалка типа? Да. Но, честно говоря, мало что здесь функционирует. Я не понимаю, для чего вот это, например, здесь стоит. Ты понимаешь? Качели уже вот наполовину сломаны. Так вообще задумка хорошая. Угу. Ой-ой-ой. Держим баланс. Почему вот с мальчиками так всегда? Почему нельзя спокойно покататься? Что ты назовешь меня мальчик? Вот мужчина. Покажу тебе, как я мужчина. Давай, покажи какой-то. Нет, здесь не могу показать. Я веду дом. Дома покажу. Вот туалет. Давай покажи, как используется. Сначала. Ну вот мы остановились на привал. Взяли с собой немножко еды. У нас тут пожарила вчера говядину. Вот такая красота. Сделали сэндвичи с помидорами, салатом. В общем, идея классная для перекуса. Потом завертываете все, заворачиваете в фольгу, берете с собой. Быстро и вкусно, и сытно. Какая ты красивая. Смотри, какая красота. Вот смотри, что нашел. А ты что нашла? Вот. Что за ужин? Вот это? Или вот это? Это уже был чей-то ужин. How you say skull? Это череп. Череп собаки. Это не собака. Где здесь собака? Это мэ. В общем, мы решили повесить ее, чтобы все боялись проходить дальше. Та-дам! Мы собрались здесь на другой стороне, получается, Ларчи. Вот если выйти в сторону парковки, пойти дальше, тут у нас около речки есть такая ягодка, костяника. Мы ее собираем каждый год. И вот ее чуть-чуть мы набрали. Очень вкусная. Делаем из нее варенье иногда. Если что, она съедобная, ее можно кушать. Вот. Мы прошли немножечко от парковки, и здесь есть такая зона отдыха, где вы можете взять топчан на час или на весь день, рядом с прекрасным таким озерком, или можно взять юрту. Вот, с прекрасным видом. Здесь как раз и мангалы, привет, и мангалы, и все. Если что, это перед входом в Аларчу, прямо за парковкой, в сторону парковки. Здесь вы можете ее найти. Ну все, мы едем домой, пора прощаться с Аларчой. Было очень классно, и надеюсь, скоро приедем снова. Есть еще такое место недалеко от Аларчи, называется Березовая роща. И оно знаменито тем, что в сентябре, в начале октября березы там невероятно желтого, яркого цвета, и все укутано просто в этих березах. Поэтому, возможно, следующее видео будет о этом месте. Поэтому, да, следите за обновлениями, а мы поедем домой.